Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня будет вязовлог. Будет он, наверное, коротенький и снятый все в один день. Давно я не снимала. Конечно, выходило 2 видео, но последний вязовлог я снимала чуть больше 2 недель назад. Немного я вязала. Выходила на канале видео мастер-класс на Мишку. По плану у меня было видео о готовых работах. Ну, в общем, коротко говоря, не было ни времени, ни желания, ни возможности снимать. Вот. Ну, все уже нормализовалось, и продолжаем вести канал в обычном режиме. Вот. В общем, сначала я вам покажу игрушечки, которые были связаны в сентябре. Их не очень много, так как большая часть игрушек у меня в магазине, и часть была связана на заказ, их уже нет. Так, а вот эти вот игрушечки вы видели. Это игрушечки, которые были связаны, ну, в общем, для мастер-классов. Вот. Думаю, кто смотрел мастер-классы, те видел их подробнее. Это мой мастер-класс. Все одна и та же схема. Я, кстати, видела у одного блогера такой комментарий. Девушка написала, что вы клепаете 10 мастер-классов по одной схеме. Типа такая ерунда. Вот. А мне кажется, что это совсем не ерунда. И очень даже хорошая идея. То, что схема одна, немножко изменил, и уже у тебя совершенно другая игрушка. Не знаю, почему кому-то не нравится. Но я смотрю, девочки вяжут, им нравится. Так, в общем, было связано 2 авокадика. Что-то я не поняла, сейчас говорила об этом или нет. В общем, 2 авокадика связаны, как я обычно вяжу. Я их оформила, все, осталось повесить только карабинчики. Так, вот эти вот малыши. Да, лежит в эту сторону. Далее я связала вот такого вот тигренка. Тоже все по этой же схемке. Следующая игрушечка. Я вам показывала, что начинала вязать вот такую вот ведьмочку. По мастер-классу Vivi Toys. Вот такие вот у нее волосюшки. Вот. Вот так я их пришила. Но волосы я вязала не так, как в мастер-классе. Я связала вот здесь вот круглую голову. Кто смотрел предыдущий влог, то видел, что я все не могла определиться, как ей волосы связать. Вот. Все-таки я сделала здесь голову плоскую, а здесь вот такие вот висюльки. У кого-то увидела. В общем, забрала себе такую идейку, потому что так. Даже вот покажу. Я начинала вязать волосы по схеме, как в мастер-классе. Но что-то у меня отпало желание. Господи, что тут запуталась. В общем, не знаю, буду это распускать или нет. Может быть, все-таки когда-то надумаю и довяжу. Вот, в общем, там в мастер-классе набирается такая цепочка. И потом из нее вывязываются вот такие вот локоны. Но я как представила, как это перешивать. Ну, в общем, не захотела. Потом где-то увидела, что вяжет, может быть, даже у Оли Аск. Видела, как она куколку вязала. Ну, скорее всего, смотрела ее влог. Вот. И у нее спиралькой вот так вот, ну, в общем, кружочек, да, вывязан. Вот такой вот. И потом вот такие вот локоны. Я посмотрела, думаю, так намного проще будет пришивать. Вот. Ну, чтобы игрушка не занимала очень много времени для вязания.
Вот единственное, мне не нравится, как я пришиваю вот эти вот волосы. Вот это же вот тут одна выбилась. Ну, в принципе, в жизни-то у нас волосы все абы как лежат. Вот. Ну, не знаю. Если вдруг вы видели какой-нибудь мастер-класс, где вот эти вот волосы пришивают, либо в какой-то видеоролик, буду рада, если вы поделитесь ссылочкой на мастер-класс какой-нибудь, где будет показано, как какой-нибудь другой мастер пришивает вот эти вот волосы, локоны. Я хотела бы посмотреть, как это делают другие. Либо, может быть, у вас есть канал, и вы вяжете, допустим, какую-то куколку. Снимите мне небольшой, пожалуйста, кусочек. Можно даже видео скинуть в Инстаграм. Ну, в общем, я хотела бы посмотреть, как пришивают другие. Вот. В общем, здесь у меня иголочки воткнуты. Я выравниваю воротничок, потому что он топорщится. И шапочку я приколола, потому что вот на таком, ну, как бы, вот так я ее буду пришивать. Потому что прошлую куколку, которую купили, ее, в общем, попросили пришить шляпку. Здесь вот 2 юбочки. И вот такая вот девчонка, ведьмочка. Связала как бы к Хэллоуину, чтобы отнести на полочку. Но теперь не знаю, как и что будет, потому что магазинчик, в котором я арендую полочку, он временно переехал в другое место. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он временно переехал. Вот, и теперь он в отделе игрушек. И, наверное, мне теперь нужно какие-то игрушки, ну, наверное, что-то такое, более игровое. Ну, хотя куколка, наверное, тоже игровая, но все-таки она как бы ведьмочка. Ну, посмотрим. Так. Далее в поездке я связала вот такие вот кудри. Помните, у меня была заготовочка на единорожку. И вот получилась такая красавица у меня. Это Yarn Art Crazy. Такая расцветочка. Тут у меня 6 локонов получилось связать на хвостик. Вот. И на гриву, не знаю, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И на гриву я связала всего 16 локонов. Но они получились такие пышненькие. Я даже не стала здесь еще один ряд вывязывать. Обычно я вяжу длинные ряды и потом здесь на уменьшение я иду. Вот. Но в этот раз я посмотрела, и мне показалось, что, ну, в общем, достаточно этой длины. Довольно-таки пышная шевелюра получилась. Не знаю, как показать. В общем, вот так. Глазки у меня здесь такие красивенькие. Вот. Я думаю, единорожкам буду такие вставлять. Я, кстати, заказала на Алиэкспресс еще вот такие вот глазки. И, кстати, за 9 дней они ко мне пришли. Как обычно, в 5. Но я там заказывала не только глазки, еще, в общем, чехлы на телефоны. Ну, в общем, всякую ерунду. Не думаю, что это нужно показывать здесь на канале. Поэтому, в общем, покажу так. Вот. Такие глазки. Я уже заказывала. Я, кстати, те еще не использовала, но заказала эти. Подумала, что пока, ну, они будут идти долго, да, и те у меня закончатся. Но я использовала только 2 пары глазок. У меня еще там 8 осталось. И вот у меня еще пришло 20 пар. Наверное, 22, потому что обычно одну пару, в общем, продавец ложит в подарок. Кстати, заглушки здесь вот такие обычные. Я видела у девочек, что они какие-то треугольные. Ну вот, мне пришли такие. Так, из готовых работ. Так, из готовых работ это все. Ну, как я уже говорила, готовых работ было больше, но это те, которые у меня остались в наличии. Так, сейчас я уберу и покажу, какие у меня процессики. Так, вот такая у меня корзинка с процессами.
Здесь у меня практически готовый йода. Ну, как я уже показывала, хотя, наверное, многие не видели, потому что у меня много новых подписчиков. В общем, я вязала несколько вот таких йода, и они продались. И вот я связала еще одного, чтобы поставить магазинчики. Мне осталось оформить здесь вот носик, ротик, пришить голову. А так у меня, в принципе, все готово. Я даже связала мантию уже. Это мастер-класс Елены Гараниной. Мастер-класс платный, но я вам ставлю ссылочку на автора. Так. Даже поясок есть. Ну, в общем, безголовый всадник. Так, вот. Вот такое вот чудо будет. В общем, надо доделать. Это я связала и оставила, буду потом собирать, дооформлять. Так, следующая у меня тут практически готовая игрушка. Это вот такой вот тигренок. Тоже нужно вышить носик, ротик и все пришить. Кстати, хвост уже утром довязывала. Хотела уже сидеть пришивать, потом думаю, да ладно, сниму видео. Потом смотрю, у меня нету хвостика. Думаю, так, надо хвостик связать, а потом уже видео снимать. Вот, хвостик такой длинный. Ну, в общем, все по мастер-классу. Это мастер-класс Оли Аск. Он буквально недавно вышел. Но, что хочу сказать, у меня он совсем не похож на того тигренка, который у нее. Ну, в принципе, это нормально, так как руки другие, крючок другой. И она вязала из, по-моему, акрила или полушерсти. Ну и, в общем, когда она набивала ножки, то у нее они растягивались и были потолще. У меня же получилось, ну, в общем, общеустроенный тигренок получился. И, наверное, маленький. Ну, либо у нее очень маленькая рука. Потому что у нее, ну, так смотришь на фотографии, она держит его. Здесь голова еще повыше и ножки торчат. А у меня, в общем, маленький. Ну, в принципе, я уже почти привыкла, что у меня всегда игрушки поменьше. Но я не думала, что такие вот тоненькие ножки будут. Потому что на фотографии было совсем по-другому. Оставлю вам ссылочку. Ну, вдруг кому-то приглянется. Ну, конечно, не собранный, но вы посмотрите, у автора совсем другой тигренок на вид. Вывязывается жаккардом здесь полосочки. На ручках тоже. Вот. И вот такие вот маленькие ушки. Я уже тут наметила, где их буду пришивать. Приколола. Это у него, кстати, не рога. Это я просто приколола шею, чтобы вот так потом пришить. Так. Что у меня тут еще есть? Еще я вот связала этого тигренка из вот такой вот темненькой, да, пряжи. Обычно я вязала из более светлой, такой желтоватой, тыквенной. А это вот 85-й Yarnard Jeans, он такой потемнее. И я начала игрушку по своей схеме. Ну, в общем, вяжу вот такого же тигренка, только вот более темненького. Я видела, девочки вяжут. Мне понравились такие темненькие, и тоже вот вяжу. Связала уже тут детальки, и ушки у меня есть, и ручки. И вот, в общем, я практически уже дошла до момента, где нужно ввязывать. Где вторая рука? Вот. Ну и, в общем, там дальше уже голова, и будет игрушка готова. Мордочка у меня уже есть. Вот. Кстати, эти два тигренка у меня уже связаны в октябре. И я с этими тигрятами буду участвовать, ну, не только с этими, и с многими другими. Хочу поучаствовать в марафоне, который проводят Яна и Оля.
Я оставлю ссылочку на канал Яны, где она приглашает поучаствовать в марафоне с 1 октября по декабрь, по-моему, середину декабря будет проходить такой марафон по вязанию тигриков. У них есть отдельный хэштег, который можно указывать, допустим, и в Инстаграм, или когда вы снимаете видео. Это 100 тигров до Нового года. Ну, в общем, я оставлю вам вот здесь вот хэштег. И девочки предлагают связать как можно больше тигрят, желательно 100 штук. Но это если кому-то вдруг нужно. Многие участвуют в ярмарках. Ну и, в общем, к Новому году их очень хорошо покупают. Вот я тоже хочу поучаствовать, повязать разных тигриков. И вот начало у меня положено. Пока у меня 1,5 тигрика, и то один связан, один не собран, один не довязан. Вот. Ну, а вот этот вот у меня не считается, так как он у меня был в сентябре связан. Буду вязать не только по своим мастер-классам тигрят, но, может быть, и по каким-нибудь другим. Вот. Один я уже присмотрела. Может быть, еще какой-нибудь интересненький будет. И буду участвовать. Так. Также, пока я отсутствовала, я еще связала вот такую вот заготовочку на львенка. Частенько мне девочки пишут в Инстаграм, спрашивают, как гриву сделать. И я вот решила, нужно найти все-таки время и показать, как я прикрепляю гриву, так как, ну, спрашивают. Схема тела-то понятно, мордочку тоже все тут просто. Хвостик я вяжу вот такой вот. Мне, кстати, как-то был комментарий, почему у львенка хвостик без кисточки. Так вот, у маленьких львят в жизни кисточки нету. Она у них появляется попозже. Поэтому я делала такую. Ну, в общем, это моя игрушка. Я так придумала. Я так хочу. А вы же можете делать и кисточку. Хотите, вяжите цепочку, цепляйте ниточки. Ну, или не знаю, там. Как вам нравится. Вы можете делать на свой выбор. Вот. Такая заготовка у меня была связана. И у меня лежит многострадальный мой слоненок здесь. Ну, это у меня, в общем, корзинка так для мастер-классов. У меня здесь все игрушки лежат, которые мне нужно снимать. Вот. Просто не всегда есть желание это делать. Даже не то, что желание, а не всегда на улице тихо. Не сверлят соседи. И вообще, для этого еще нужно настроение. Ну, в общем, кто снимал видео, тот понимает, о чем я говорю. А кто просто смотрит и вообще никогда этого не делал, тот меня не поймет. Вот, у меня есть 3 многострадальных носа для слоника. Не знаю, я показывала или нет. Вот этот у меня был первый с таким изгибом. Ну, в общем, я его забраковала. Потом сделала наоборот. Вот такой вот. Вот. Показала дочке, она сказала, что он какой-то странный. И последний у меня вот такой вот простенький. Ну, вот так вот. Скорее всего, он и останется. Ну и, как видите, ничего я не снимала еще. Вот такие у меня продвижения были. Ну, кстати, неплохо я, в принципе, и вязала. Хотя мне казалось, что я ничего не вязала. И вот такая вот у меня тут гусеница лежит. Это когда совсем было плохо. Я вязала такие вот заготовочки на пончики. Связала нижние части. Здесь нужно делать переход на какой-то цвет. Вот у меня еще одна такая заготовка. Ну и, в общем, из нее потом получится
пончик, который нужно будет украсить. Я сначала хотела связать, ну, определенных цветов, да, там связать. А потом подумала, что вдруг у меня будет какой-то заказ на определенный цвет пончиков, а у меня уже, ну, как бы розовый, да, там навязаны. И, в общем, я бросила эту идею. Просто составила низушки вот такие вот. Здесь у меня 10 штучек. Вот так вот это выглядит. И остался у меня такой небольшой. Можно было связать, конечно, и 11-й. Ну, в общем, это все из одного моточка связаны. Ну, оставила небольшой на ушке котиком. Я буду вязать в ближайшее время еще котиков-колобков, так как они в магазине у меня продались. Из 4 один остался. Ну, вот тут 2 недели прошло, да? Ну, да. Ну, в общем, продались-то они еще в первое время, но уже надо бы подвести, наверное. Тем более теперь же в магазине игрушек, как бы отдел этот. Думаю, более актуальны будут игрушки такие игровые. Вот. И оставила на лапки, на ушки, чтобы разбавить. В общем, вот такие вот у меня дела. Ну что, вроде бы все рассказала, все показала. Больше ничего не вязала. Не знаю, что буду в ближайшее время вязать, но пока у меня в планах выпустить мастер-класс по львенку, по слоненку. Ну, это такие планы на этот месяц, но, как я понимаю, мне планировать вообще ничего нельзя. Я только спланировала, и ничего не снималось у меня. Кстати, хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал, кто смотрит. Я совсем забыла, ну, как бы отметить тот момент, что на моем канале уже 10 тысяч подписчиков. Я, если честно, в очень большом шоке. Канал стремительно растет. Я помню, 1000 я собирала более... Не то, что собирала. Ну, в общем, ждала, когда у меня будет 1000 подписчиков на канале. Больше 7 месяцев. Да. В феврале вышло у меня видео, а 1000 подписчиков у меня было только в сентябре. По-моему, там в конце где-то. Вот. И получается, что на моем канале за год увеличилось число подписчиков в 10 раз. У меня уже более 10 тысяч. Спасибо огромное вам за это. Спасибо всем за приятные комментарии, за поздравления. Я выставляла в сторис в Инстаграм картиночку, скриншот, что у меня 10 тысяч подписчиков. Столько было добрых реакций. Спасибо всем огромное. Также спасибо огромное за просмотр этого видео и всем пока.